настоящее время искусственный интеллект и нейросети являются одним из самых актуальных и обсуждаемых тем на сегодняшнее время. В видео я поделюсь своим опытом использования чата GPT, одной из нейросетей, а также отвечу на вопросы, как с помощью искусственного интеллекта можно уничтожить человека. Можно помочь человеку улучшить свое мышление. Можно доказать, что человек — это биоробот и наши эмоции — это фейк. И можно понять, что у нас нет свободы выбора. Я рассмотрю нейросети и искусственный интеллект опять с нестандартной точки зрения по отношению к нашему как бы настоящему интеллекту. Канал саморазвития «Красная таблетка». Внимание, это видео ничего не рекламирует. Искусственный интеллект и нейросети покоряют мир. Можно это использовать практически во всех сферах своей жизни. Исследуя литературу по мышлению, я твердо убежден, что наше мышление ничем не отличается от искусственного интеллекта. То есть мы биороботы. Сразу возникает возражение: Паш, ну а как же эмоция, как же чувства, как же восхищение по утру от свежей росы? Как же чувство любви по отношению к близкому человеку? Как же чувство обиды по отношению к однокласснику, который унижал тебя в школе? Искусственный интеллект такого не может. Люди всегда считали, что эмоции являются отличительной чертой человека. Однако новые исследования показывают, что эмоции — это просто программа поведения человека. Недавно в интернете появилось видео, как Алиса обиделась или приревновала человека, когда ее назвали Сири. Алиса сказала недословно: «Ну вот и попроси свою Сири включить музыку, которую тебе хочется». Это одно из доказательств того, что наши эмоции всего лишь программа поведения, которая была запрограммирована в человеческий мозг на протяжении всей эволюции. Эмоции не являются уникальной чертой человека. Это средство, просто механизм, помогающий человеку быстро реагировать на различные ситуации, адаптироваться к новым условиям и выживать в своей среде. Каждая эмоция — это определенная комбинация физиологических реакций, мыслительных процессов и поведенческих реакций. Даже самые сложные эмоции, как любовь, зависть или страх, могут быть объяснены определенными алгоритмами, которые управляют нашим поведением. В основе искусственного интеллекта лежит тот же самый алгоритм. Мышление человека и искусственного интеллекта построены на определенных правилах, последовательностях и шаблонах поведения. Это и называется матрица. На своих консультациях, когда я получаю достаточное количество информации от своего клиента, я могу выстраивать причинно-следственные связи и как бы предугадывать его будущие действия, ситуации или результаты, которые он уже имеет, даже если он мне об этом не рассказывал. И у него возникает сразу же страх: какого хрена, откуда он это знает, я же тебе этого не рассказывал. Но здесь нет никакой эзотерики, нет никакой магии. Единственная магия — это причинно-следственные связи, которые могут предугадать твое будущее и твои действия. Это и называется матрицей. Это просто программа. Да. Ты причину следствия нашел. Ты лютый тип. Ты вообще мегамозг какой-то. Ты же ловишься там вообще реально просто суть сумасшедшая. Как ты вообще еще компуешь? Ты вообще какой-то... Ты точно отсюда, бро. Знаю, Маха думает, что навряд ли. Вы приехали с миром спасти этот мир. Похож на Иисуса, ты походу оттуда, ты прям слово в слово. Он еще мама написала, как дела. Ты какой-то лютый, ты как это делаешь? Мы шаманим конкретно. В одном из фильмов совсем недавно я наткнулся на такую же историю про искусственный интеллект, что есть приложение, в которое ты загружаешь определенные данные о человеке, и это приложение с 99% точности может предсказать его жизнь и его текущее состояние, в которой будет указано, когда ты умрешь, какая у тебя будет болезнь, будет ли она вообще, какая у тебя будет семья, будет ли она вообще, где он будет работать и так далее, и так далее. И теперь мы подошли к самому глобальному, основному вопросу моего канала «Красная таблетка». Судьба
она же матрица. Есть ли у нас свобода выбора? Выбираем ли мы хоть что-то самостоятельно в своей жизни? Эту потрясающую тему я раскрываю в своем видео «У нас нет выбора. Мы обречены». На данную тему я готовлю книгу, в которой я раскрою человеческую судьбу без эзотерики и прочих волшебных моментов. Только четкие, понятные вычисления его предыдущего опыта. Обязательно поддержите канал, меня поддержите, пишите комментарии, лайки, чтобы я дальше начал раскрывать эту тему, которая реально поможет расширить границы, осозная то, что ты ограничен. Наш мозг работает так же, как искусственный интеллект. Определенное загруженное количество информации между собой интерпретируется, складывается, перемножается, но всегда перемалывается только те данные, которыми обладает человек. Соответственно, то, что мы имели в детстве, всегда будет являться ключевой позицией, что мы сможем увидеть или услышать во взрослой жизни. Об этом подробнее в видео «У нас выбора нет. Мы обречены». Поэтому далеко не для каждого этот канал будет понятен. И это не связано с тем, что я говорю какую-то хрень или как-то неправильно объясняю, или вы тупые, что-то не понимаете. Просто на базе прошита определенная информация, база это детство, что мы можем воспринимать информацию, о которой сейчас я говорю, или просто не можем. Поэтому мозг расценивает это как вау, класс, офигеть, как ты вообще до этого дошел, либо это воспринимается как какие-то иероглифы, какая-то дичь, какой-то бред, какой-то космос и какая-то вообще тупая дичь, которую нет смысла смотреть. Искусственный интеллект это ты, ну и конечно же я. И как только мы поймем, что наши эмоции это фейк, тогда начнется развитие. Давайте поисследуем, и я приведу пример, простой пример, как мы это любим, о теме чувств. Что было раньше? Каннибалы. Раньше ели людей, и я не уверен, что они испытывали такие же чувства, если ты начнешь есть кусочек своего соседа. Красота женщины. Очень абстрактная структура. В некоторых племенах, когда у женщины торчит большущая тарелка в губе, она востребована в их племени. Я не вижу у тебя такой жены. Жак Фриски в своих работах также исследовал эти поведенческие паттерны и характеристики человека и говорил о том, что люди, которые делают очень страшные вещи, убивают, насилуют, на самом деле в тот момент они ни хрена не чувствуют по отношению к этому мероприятию. Одна женщина на моих консультациях рассказывала историю, как она ударила своего ребенка и осуждала себя еще 3 дня. Мы раскрыли эту историю совсем с другого ключа и с другого ракурса. И что мы увидели? Ее мама била в детстве. И она ее осуждала за это и всегда считала, что мама может сделать по-другому. Но на самом деле мама не могла делать по-другому, потому что у нее была на этот счет просто определенная программа. И эта женщина, как только ударила своего сына, в этот момент она заметила, что по-другому она не могла себя повести. Она находилась в определенном эмоциональном программируемом состоянии, в которых она била ребенка и даже не испытывала ничего. И в этот момент она простила свою маму и поняла, что нужно работать над наблюдением своих эмоций и начать убирать эти программы, которые зашиты у нас в детстве. В процессе консультации женщина увидела со стороны себя, со стороны своего аватара, который бил этого ребенка без каких-либо эмоций и адекватности, как это делала ее мама. Это видео очень частично было написано с помощью чата GPT. Очень важно понять, ребята, что скорость обработки данных в нашем мозгу очень сильно связана с нашей эмоциональной стабильностью и нашим физическим здоровьем. Поэтому избыточное делегирование своих задач искусственному интеллекту просто может привести к банальному отупению человека, что впоследствии его уничтожит эмоционально и убьет физически. Посмотрите фильм «Идиократия», и вам станет понятно, что станет с человеком, если он перестанет использовать мозг по назначению. Мозг – это такая же мышца. Не будешь ее тренировать, она ослабеет, перестанет функционировать и отомрет. И тогда система управления еще проще сможет управлять твоей жизнью. Мораль сей басни такова. Искусственный интеллект – вау,
круто. Но нам нужно быть очень сильно осторожными в использовании этого инструмента. Об этом даже говорил Илон Маск, о том, что нужно приостановить развитие искусственного интеллекта для того, чтобы сначала создать аппарат, регулирующий этот искусственный интеллект, потому что это может быть очень опасно для человечества. Развивайте свой интеллект, развивайте нестандартное мышление, посмотрите все видосы в моем канале, развивайтесь вместе со мной, потому что все видео построены таким образом, посмотреть на стандартные вещи нестандартным взглядом, и это очень круто, прокачивает сознание, очень круто дает тебе возможность освободиться от всей этой фигни, которая тебя тормозит в развитии. Все это лишь может освободить человека от невежества, слепоты, от системы, в которой мы себе не принадлежим. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красное правление».